Всем привет! Перед вами первая видеокарта Хамелеон от компании Polit. Вышла она ограниченным тиражом около 400 штук на всю Россию. Мне удалось достать данный экземпляр. Сейчас посмотрим, так ли она прекрасна, как они говорят многие. В руках у меня версия 3060 Ti Color Pub. Насколько я знаю, других версий Color Pub, именно чтобы корпус цвета менял, как Хамелеон, больше не будет. На коробке можно найти интересную заметку, что это Light Hash Rate, то есть LHR версия, но порезана она только на алгоритме Дадер Хашимото, эфир. То есть на других алгоритмах все должно быть нормально. Ну, мы об этом чуть позже. Polit не хотят быть как все, и в коробочку они положили наклейки. Доча моя заценит. Стандартная инструкция, переходничок в комплекте, а подставочки нету. Первое впечатление изумительное. Данный корпус переливается тремя цветами в зависимости от положения самой видеокарты, угла обзора и освещения. Фиолетовый, синий и зеленый. В остальном это все та же Gaming Pro, за исключением наличия металлической панели на бэкплейте. Обзор на 3070 Ti Gaming Pro есть у меня на канале, ссылочка будет в описании. На вентиляторах необычная дешевая наклейка. Судя по всему, что-то действительно качественное, что не отвалится в первый день. Все те же 2 по 8 пин, как у Gaming Pro. Кстати, для 3060 Ti 2 по 8 пин это, в принципе, редкость. И говорит о том, что здесь расширенные power лимиты. Но об этом мы поговорим чуть позже, посмотрим ее в тестах обязательно. Жирненький массивный радиатор, сквозной бэкплейт для лучшего охлаждения, наличие 3 портов DisplayPort и 1 HDMI порт. На официальном сайте Polit можно скачать программу Thunder Master, благодаря которой можно настроить адидасовскую подсветку по своему вкусу, выбрать пульсирующий режим, радужный или даже ЛГБТшный. Также есть возможность вовсе отключить подсветку. На этом функции программы не заканчиваются, там есть возможность разгона видеокарты и настройки вентиляторов, но видео не об этом. Но я буду не я, если просто возьму и сделаю обзор видеокарты, это же скучно. Обзор нужно делать всегда, сравнивая одну вещь относительно другой вещи. В руках у меня Polit RTX 3060 Ti Dual, не OC, то есть без расширенных power лимитов. Самая минимальная 3060 Ti на рынке и самая дешевенькая. То есть сравним бюджетку с красоткой. Также еще в тесте будет RTX 3070, но об этом чуть позже. Начнем с Red Redemption 2 2К. Все высокое DLSS качество. Ну шо, братцы, теперь видите, за что мы переплачиваем, когда покупаем более жирную версию видеокарты. Правильно, за циферки. 3060 Ti Color Pub бустится более чем на 120 МГц лучше, что нам дает заметную прибавку в FPS. Но поймите правильно, если жирная 3060 Ti будет ценой почти в 3070, то нафиг она нужна? Об этом поговорим чуть позже, когда дойдем до сравнения с 3070. Сейчас смотрим на новинку Color Pub, которая мало того, что мощнее дуалочки, так еще и холоднее и тише. А теперь давайте глянем, как наша красотка покажет себя в игре с рейтрейсингом. В Киберпунке настройки самые максимальные DLSS качества. Красоточка также опережает свою младшую сестренку не только по производительности, но и по внешнему виду. Polit, сорян, но все-таки дуалка получилась уж больно страшненькой с виду. Но в вашем паблике, кстати, был пост, где чел сделал неплохой моддинг. Он ее перекрасил в фиолетовый цвет. Вот такая дуалка нам бы понравилась. А знаете, как было бы еще круче, если Политка была бы в стиле Дакара с лысиной на бэкплейте? Не, ну а чё? И коробочку фирменную бы с моим логотипом. Кстати, на днях вышла первая серия второго сезона сериала Ведьмак, и вроде ее даже до премьеры за пару дней слили в сеть. Но у нас тут свой сериал. Кто знает, откуда у меня эти доспехи красненькие, а? Ведьмак неплохо так хавает пауэр лимиты, кстати. Политки дуалки уж очень плохо. Вон, частота упала до 1750 МГц. А колор попчику все нипочем и
и частоты выше, и холоднее, и тише. О, как стиками заговорил. А теперь посмотрим. Эпическая битва видеокарт. Сможет ли разогнанная RTX 3060 Ti Color Pub догнать стоковую 3070 OS версию? Ну шо, ребятули, разница там совсем ни о чем, а вы дальше переплачиваете по 20 тысяч за разницу в пару FPS. Кстати, в принципе, палитку-дуалку можно прошить биосом Color Pub, и производительность будет, ну, почти такая же. Но греться будет ощутимо сильнее, да и гарантия следит. Но если есть рисковые, ссылка на мой гайд по прошивке видеокарт в описании к этому видео. По GPU Z видно, что нам попалась память Hynix. Да не обычная, а которая держит в майнинге плюс 2000 и плюс 1500 в играх. Вот такой вот сюрприз. Кстати, для тех, кто досмотрел до этого момента, хочу сделать небольшой подарок, а именно 20% скидку на все комиссии для топ-1 криптобиржи Binance. Тут вы можете покупать, торговать, хранить и даже майнить криптовалюту. Ссылка в описании, или используйте мой промокод при регистрации. Так вы поможете развитию канала и сэкономите свои деньги. А мы продолжаем. Ну а теперь по минусам данной видеокарты, и их нет. Пользуюсь я ей уже где-то пару дней, она тихая, она холодная. По производительности я немного даже удивился, у нее вроде как память стоит от компании Hynix, но она гонится прекрасно. В майнинге плюс 1800, плюс 2000 она держит, в играх плюс 1000 она также держит, что удивительно для памяти Hynix. По ядеру экземпляр, ну не сказать, что там мега удачный, то есть здесь не отборный чип стоит, но довольно-таки неплохо. Сколько? 2080 МГц она стабильно может держать на напряжении 1 вольт. Как вы видели, относительно 3070 она, ну, не так уж и сильно уступает. То есть вот эта конская переплата в 15-20 тысяч за разницу, там, пару FPS, ну, пускай там 7%, оно точно не стоит. Я считаю, что нужно покупать для игр 3060 Ti и 3070, если только очень дешево найдете. Карточка вот эта получилась, в принципе, не зажатая. Пауэр-лимиты у ней хорошие. В автобернере плюс 118% можно ставить по пауэр-лимитам, и это круто. В остальном, в принципе, та же Gaming Pro. Но Gaming Pro она себя очень хорошо зарекомендовала. Но это все фигня. Главное, от подписки растет пиписка. Всем пока.